Чем опасна любимая диета? Мнение экспертов, кето-диета уже который год подряд занимает первое место по популярности, не без помощи звездных последовательниц, конечно, а в сети все чаще появляются статьи о чудесах, которые она творит. Считается, что кетогенная диета мастерски сжигает жир в организме, за счет того, что запускает процессы, заставляющие тело получать энергию из жира, а не углеводов, избавляет от лишних килограммов, способствует приливу сил и чуть ли не побеждает болезни. Правда, эксперты далеко не так оптимистично настроены. Вместе с диетологами разбираемся, действительно ли ударное потребление свиных котлет, сала и других продуктов, содержащих большое количество жиров, так полезно для нашего организма. Сказать, что кетогенная диета новая, нельзя. Впервые план питания, ограничивающий углеводы и разрешающий потребление большого количества жиров, был клинически апробирован в 20-х годах прошлого века. Тогда же был разработан прототип меню, сегодня известного нам как кетогенная диета. Второй виток популярности кето-диета проходит благодаря. Именно с помощью этой системы питания знаменитость похудела на 30 килограммов, набранные за время беременности. Холли Берри, которая может похвастаться стройной фигурой, тоже признавалась, что сохранять ее помогает кетогенная диета. Да, я действительно уже давно не ем макароны, отказалась от сахара, но в моем рационе очень много полезных жиров, мяса, курицы и говядины, авокадо и кокосового масла. Мой организм постоянно находится в режиме сжигания жира, вот секрет моей стройности, сказала в одном из интервью актриса. Различные вариации кетогенной диеты предполагают, что в сутки вы съедаете не более 50 граммов углеводной пищи. Главное условие этой диеты – полное исключение сахара из меню. В рационе должны преобладать сало, бекон, мясо, птица с кожей, морепродукты, рыба, яйца, жирные сыры и авокадо. В черном списке – сахар, мед, выпечка, крупы, паста, кроме ширатаки, сухофрукты и обезжиренные продукты. Есть можно в любое время дня и ночи, но, само собой, в разумных пределах. Можно, и нужно, пить много простой негазированной воды, разрешены также чай, кофе и даже легкие спиртные напитки, например, сухой сидр, сухое вино и светлое пиво. Повышение уровня холестерина. Стандартная кетогенная диета состоит на 30% из белков, на 60% из жиров и на 10% из углеводов. По правилам этого режима питания нужно налегать на продукты, богатые жирами, бекон, сливочное масло, сыр и мясо. Это неминуемо приведет к тому, что уровень холестерина в крови повысится. Амнон Бениаминович, доктор медицинских наук и кардиолог, предостерегает, эта диета опасна для тех, у кого есть сердечные заболевания. Прежде чем на нее переходить,
нужно проконсультироваться с кардиологом или эндокринологом. Кето-диета также противопоказана больным сахарным диабетом. Повышенное содержание жира в организме является одной из предпосылок для метаболической дисфункции и инсулинорезистентности, что может стать причиной воспалений. Кетогрипп. Переход к кетогенной диете порой вызывает побочные эффекты, которые часто называют кетогриппом. Это упадок сил, затуманенность сознания, проблемы со сном и тошнота. Плохой запах изо рта также является распространенным симптомом. Он появляется из-за производства избыточных кетонов, которые имеют характерный запах ацетона. Акцент на жирной и белковой пище приводит к нарушению пищеварения, что чревато тяжестью в желудке, вздутием и запорами. При дефиците натрия, магния и калия могут мучить головные боли и судороги. Недостаток витаминов и минералов. Эксперт по питанию и диетолог Кэтрин Брукинг предупреждает, что кетогенная диета ограничивает ежедневное потребление овощей и фруктов. Овощи и фрукты являются одним из самых основных источников клетчатки, антиоксидантов и многих необходимых питательных веществ. Еще один минус кето-диеты – дефицит глюкозы. Неизвестно, как поведет себя ваш организм, если вы лишите его столь важного энергетического ресурса, как углеводы, говорит специалист. Кетоацидоз. Кетоацидоз – состояние, при котором появляются кетоновые тела и меняется pH крови. Это связано с нарушением выработки инсулина. Чтобы метаболизм перешел с постоянного источника энергии, углеводов, на жирные кислоты, необходимо соблюдать диету минимум 2 недели. Но для того, чтобы находиться столь долгий период в таком режиме питания, нужно пить достаточное количество воды, она помогает снизить уровень токсинов в организме и быстрее выводить кетоновые тела, и обязательно пройти консультацию у специалиста. Нарушение функционирования жизненно важных органов, как правило, глюкоза, которая является простым углеводом. Это основный и самый универсальный источник энергии для нашего организма. Глюкоза важна для правильного функционирования мозга, нервной системы и выработки эритроцитов. Кетогенная диета вызывает сбой метаболизма глюкозы, а организм начнет получать белок из мышц. Это может привести к нарушению функционирования таких жизненно важных органов, как сердце, легкие, печень и почки, объясняет диетолог Лоррейн Кирни. Конечно, при грамотном подходе кетогенная диета может стать спасательным кругом, который поможет вам в физическом и психологическом отношении, но все-таки не стоит слепо следовать примеру тех же самых звезд и рисковать здоровьем. Фото gettimax.ru